Приветствую всех своих подписчиков. Сегодня хочу рассказать вам про мой отдых в отеле на полуострове Юкатан в городе Канкун в Мексике. Мне посчастливилось там отдыхать совсем недавно, и пока воспоминания, так скажем, свежи, я решил с вами поделиться ими. К тому же про этот именно отель не так много отзывов в интернете, на YouTube, и я решил совместить приятное с полезным. Отель называется, как вы уже видели в названии, Nix Hotel. Это 4 звезды, не очень большой, работает по системе «все включено», как в принципе и очень многие отели в Мексике. Для американских туристов, наверное, сделали такую систему, ввели. В Америке такого нету, а вот в Мексике они любят. И американские туристы, собственно, тоже подсели на эту тему. И очень им нравится, как я понимаю, система «все включено». Ну и к тому же, заходя наперед, я встретил в этом отеле намного больше туристов из таких стран, как Канада, Германия, чем из США. Из США было не так много туристов в этот момент, но очень-очень много франкоговорящих людей. Я сначала подумал с Франции, так начал вспоминать свой школьный французский язык, который изучал. Конечно, уже ничего не помню вообще. Но по произношению я слышал, что это франкоговорящие люди. И что-то сразу до меня не дошло, а по факту оказалось, когда я уже с некоторыми пообщался, что это туристы из Канады. Make sense, потому что из Канады им, в принципе, недалеко лететь. И система «все включено» им тоже очень нравится. И, в принципе, лететь либо в Майами, либо в Мексику. В Мексику, понятно, наверное, им дешевле. Отель такой небольшой. Там где-то, наверное, 5-6 корпусов таких небольших, как вы видели на видео. Достаточно такой чистый. Везде, во многих местах там проводится ремонт в данный момент, потому что я так понимаю, что все отели, которые там построены, они построены давно. И сейчас там производится какой-то такой косметический ремонт. Некоторые номера уже реновированы, обновлены. Мне попался хороший новый номер уже. Поэтому ничего не могу сказать про грязь или еще про что-то. Про состояние. Состояние нормальное. Я ничего слишком многого не ожидал. Отель 4-звездочный, как я уже говорил. На территории отеля находится 2 бассейна. Один большой, второй поменьше. Одна джакузи. Присутствует тренажерный зал, как вы видите. Кстати, тренажеры там техно-джим. Свежие, прям новенькие. Помимо тренажерного зала есть еще, как обычно, спа. Я этими процедурами в этот раз не пользовался, но видел, что спа-салон есть. Массаж на территории пляжа прям вам делают в специальных таких палатках. Хорошая такая чистая набережная. Лежаков достаточно много, но я попал, я так понимаю, что в высокий сезон. И как-то поначалу народу было не очень много, но постоянное количество жильцов ротировалось, то есть каждый день приезжали и выезжали новые люди. И к концу моего отдыха достаточно уже много было народа, и лежаки нужно было занимать прям с утра. То есть процедура такая: ты встаешь, если у тебя есть силы, рано-рано утром, чтобы полюбоваться восходом. Бросаешь там полотенца, которые тебе выдают. Полотенца выдают по карте. Карту это нужно потом возвращать в конце выезда на ресепшн. У нее эквивалент там $30, кажется, если ты ее потерял.
Вот, получаешь полотенце, бросаешь его на лежак, и, в принципе, лежак твой весь день как бы занят. Ты спокойно можешь идти обедать, завтракать, ужинать, и, в принципе, только вечером можешь там взять это полотенце и заменить его на свежее, новое. Вот, никто его в течение дня, в принципе, с твоих лежаков не выкидывает. Пляж чистится каждое утро, я наблюдал эту процедуру, прям все работники там задействованы, у них какой-то мини-трактор есть, то есть по качеству песка, по качеству пляжа, чистоты пляжа, в принципе, вопросов вообще нету. Есть отдельно стоящие лежаки, такие закрытые, как под балдахином, платные. По качеству воды, я читал в интернете, что в этот период я отдыхал, напомню, в конце января. В этот период водорослей не так много. Если вы приглядитесь на видео, там есть маленькие такие листочки плавают. Но это просто день на день не приходится. Были дни, когда вода совершенно чистая была. И в принципе водорослей не было. Я видел видео и фотографии, когда там сезон этих водорослей. Они прямо на берегу так скапливаются, их очень много. Так что в данный период, вот в конце января, в начале февраля, все было хорошо. Вода офигенная. Такой бирюзово-голубой цвет у нее, очень красивый. Я вот в Майами такого цвета воды не видел. И он меняется. Вот чуть-чуть солнце взойдет, все, и она весь день такая голубая, бирюзовая. Теперь давайте поговорим про систему питания All Inclusive. Все включено. Я выбрал такую опцию. Там можно было выбрать только завтраки, но цена была привлекательная. Ну и хотелось вообще ни о чем не думать. Сделать себе такой полностью пляжный отдых, никуда не выезжать. Я выбрал все включено. Завтраки, как обычно, достаточно неплохие, но однообразные. То есть выбор есть, но он однотипный. То есть не меняется в течение всей недели. Завтраки были одинаковые. Обеды. Вот вы видите обед в данный момент. Система такая. Обед происходит на деке, на таком ресторан крытый, прямо на берегу. Очень классный вид. Ты просто буквально в 5 метрах от пляжа, от берега сидишь под навесом. Тебе приносят меню, и это меню не меняется в течение всего времени. То есть ты заказываешь из меню все, что угодно. Выбор достаточно большой. Основных блюд, салатов, такосов вот мексиканских. В принципе, не приелось за неделю. Ну, наверное, дольше недели уже будет немножко уже так напряжно. Ужины каждый день по системе тематических кухонь. Там одна неделя мексиканской кухни, там фахитосы тебе делают разные, ты выбираешь. И то есть из меню ты можешь выбирать сколько угодно и сколько угодно раз. То есть там есть, например, паста. Ты можешь эту пасту там 3 порции себе взять, ограничений в принципе нету. Вот. Но происходит это как ресторан. То есть ты ждешь, тебе готовят, тебе предлагают там напитки какие-то, которые ты тоже по системе все включено выбираешь, за исключением дорогостоящего алкоголя какого-то там совсем. В принципе, достаточно неплохая система. То есть это не как в Турции, где ты приходишь и набираешь себе. Также представлены 2 ресторана а-ля карте на территории отеля. Один ресторан итальянский Кьянти, а второй Умами. Ну, это суши-ресторан. Система такая: если у вас есть 3 дня бронирования, 3 ночи в отеле, то вы можете заказать один раз итальянский Кьянти. Если у вас 6 дней бронирования, то вы можете заказать один вот этот вот Умами, который суши-бар. Если вот у меня, например, было 6 дней, 6 ночей, то я 2 раза заказал итальянский Кьянти. Он очень вкусный, очень его рекомендую.
В отличие от того, что вот делают на обед, на ужин, на завтрак, то этот итальянский ресторан меня приятно удивил. Просто очень-очень-очень вкусно. Вот. Умами, который вот дается за 6 ночей проживания, суши-бар, был, по моему мнению, не очень. Скажу почему сразу. Все дело в рисе, он был переварен. Я не понимаю, как они могли делать из него суши и роллы, но рис был просто такой кашеобразный, то есть он испортил сразу же все. Рыба была достаточно неплохая, сашими, суши, но качество риса подкачало. Давайте вернемся снова к океану, потому что, собственно, ради этого и прилетаем мы, наверное, в Мексику и во Флориду, и куда-то на Гавайи. Вот, океан очень классный, мне понравился. Теплая вода, не скажу сколько градусов, но прям такая, не горячая, но очень приятная. Как я уже говорил, это, скорее всего, считается сезоном в Мексике, вот в Канкуне, такие зимние месяцы. То есть это считается сухим сезоном, но не знаю, несколько дней погода была такая пасмурная, даже дождик шел один день, но при этом можно, в принципе, и в дождь купаться. Вот там пеликаны летают, вы видите, постоянно там что-то ловят. Если сравнивать с той же Флоридой, то, конечно, мне Канкун понравился больше в плане пляжного отдыха. А если сравнивать с Гавайями, то на Гавайях, конечно, совсем другой вайб. Там океан, наверное, такой же, не знаю. Ничем не уступает. Мне кажется, может быть немножко похуже, но там нужно места найти, пляжи хорошие. Вот, но на Гавайях зато больше активити, больше разнообразия природы, как бы ты можешь пойти на очень красивые, безумно красивые хайки, ты можешь подняться в горы, где вот эта обсерватория есть на Бик-Айленде. Там, короче, совсем другой вайб. Вот. А это прям такой турецкий, знаете, для нас пляжный отдых. Просто расслабиться, чтобы тебя кормили, ты ни о чем не задумывался. В принципе, я вот первый раз прилетел в Мексику, когда такая возможность появилась, да, после грин-карты. И, в принципе, наверное, для себя закрыл именно такой пляжный отдых в Мексике, как бы там уже совершенно все понятно. Я вот прошелся по этой косе, на которой стоят отели. Отелей-то на самом деле там не очень много. Они не все супер хорошие, как оказалось после просмотров отзывов. И, вообще, когда вот я прогулялся по пляжу и посмотрел на них. Цены, я посмотрел, если отель очень хороший, то на него просто какая-то безумная цена, то есть это может быть $500-600 за ночь. За свой отель я заплатил там билеты и проживание, я расскажу в конце. Но, в принципе, я попал на такую акцию, и я считаю, что я отдохнул недорого, потому что этот отель в обычные дни так-то стоит дороже. Но дороже бы я за него, честно говоря, не отдал. То есть та цена, по которой я отдыхал, я думаю, что она, в принципе, для него идеальная. Вот если вы найдете какие-то предложения примерно по этой цене, то это окей. Если вы найдете предложение на этот отель там по $300-400 за ночь, то я считаю, что это завышенная цена, и оно того не стоит. За эти деньги можно там поехать, я не знаю, мне кажется, на Гавайи можно поехать, но опять-таки, если вы живете на восточной части Америки, вам проще и дешевле туда полететь, чем если вы летите с Иста. В итоге по ценам у меня получилось билет Лос-Анджелес, Канкун и обратно $256, авиакомпания United Airlines, и отель $1207, но это двухместный, то есть делим на 2, с человека получается там по $600 за 6 ночей. То есть человек это получается по $100 за ночь, в системе все включено, то есть это all inclusive. Завтраки, обеды и ужины. Вот, что я считаю достаточно дешевой ценой. Вот, а это как-то покупалось заранее, не знаю, месяца за 3, наверное.
покупалось, и как была такая скидка хорошая. Если смотреть на январь, на февраль, то получается, что там стоимость ночи в этом отеле продается за где-то, наверное, за $300-350 за ночь. Даже есть там цены повыше, по $400. Ну, я считаю, что это достаточно дорого для него. Вот такой ролик получился. Задавайте вопросы, если кому-то что-то интересно про Канкун, на что я знаю, я отвечу. Спасибо большое за просмотр.